Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень доступный, вкусный торт без духовки. Берем 2 яйца, добавляем щепотку соли, немножко перемешаем. Также добавляю 130 граммов сахара и 50 граммов муки. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем 400 граммов сметаны. У меня с жирностью 20%. Перемешиваем до однородности. Перекладываем будущий крем в кастрюлю с толстым дном и, постоянно помешивая, нагреваем до закипания. И вот посмотрите, какой у нас густой крем становится. Когда вы увидите первые пузыри кипения, провариваем еще 1-2 минуты, чтобы мука заварилась. Не забывайте постоянно вот так перемешивать. Крем готов. Вот такой он красивый, густой у нас получается. Снимаем со стенок, и чтобы он быстрее охладился, ставим его в кастрюлю с холодной водой. Если же вы делаете заранее эту заготовку, то можно накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остывать до комнатной температуры. Если же вы хотите, чтобы крем остыл быстрее, то ставим его в холодную воду и периодически перемешиваем, чтобы он у нас равномерно охлаждался и также сверху не появлялась корочка. Берем 300 граммов шоколадного печенья, вот такого рассыпчатого, песочного, не слишком жирного. И нужно его измельчить в крошку. Я буду это делать при помощи блендера, можно положить в пакет и измельчить при помощи скалки. Вот такая получилась однородная крошка. Выливаем сюда 80 граммов растопленного сливочного масла, перемешиваем, чтобы у нас вся крошка увлажнилась. Перемешали, и теперь сожмите крошку в руке. Если она хорошо держит форму, то больше не добавляйте уже ни масло, ни молоко. Но у меня еще рассыпчатое, поэтому я добавляю 2 столовые ложки молока. И перемешиваем. Смотрите, крошка прекрасно лепится. Больше я не буду добавлять молока. Если вам нужно, то добавьте еще. Разделяем на 3 части мерседесом и 1/3 откладываем. Диаметр формы у меня 18 сантиметров, форма без дна, поэтому дно я сделала при помощи фольги и сразу же поставила на досточку, чтобы было удобно переносить. Положила вовнутрь ацетатную пленку, если у вас ее нет, то можно воспользоваться обычным канцелярским файлом, чтобы нам было удобно доставать торт потом из формы. Еще 1/3 выкладываем на дно. Берем стакан или кружку и хорошо вот так вот утрамбовываем дно. Остальную часть крошки выкладываем по кругу. Будем формировать бортики, тоже при помощи стакана или кружки. Можно сразу ложкой формировать. Старайтесь, чтобы на стыке дна и бортика было поменьше крошки, а наоборот старайтесь поднимать ее чуть вверх на стенки. Теперь снова берем чашку и проходимся, чтобы утрамбовать стенки и дно еще раз. Крем полностью остыл, он уже такой не теплый, наоборот прохладный. Это очень важно, потому что мы сейчас будем добавлять сливочное масло, и сливочное масло не должно растаять, а у нас должен получиться пушистый воздушный крем. Сначала я вот эту заварную основу немножко взобью миксером, буквально 1 минуту. Теперь я беру 100 граммов размягченного сливочного масла и также 10 граммов ванильного сахара. Важно, чтобы масло и заварная основа сметаны были одной комнатной температуры. Взбиваем 2 минуты до посветления и пышности. Вот до такого состояния я взбила сливочное масло, и теперь по столовой ложке ввожу заварную основу и взбиваю. И вот посмотрите, какой чудесный, светлый, пушистый, глянцевый, абсолютно однородный крем у нас получился. Выкладываем крем в форму. Выложили крем и теперь аккуратно выкладываем сверху крошку. И немножко вот так вот тоже прижимаем.
И посыпаем сверху. Сверху накрываем пленкой, чтобы не просочились никакие неприятные запахи из холодильника. И ставим на 4-6 часов, можно на целую ночь, в холодильник, чтобы торт хорошо стабилизировался. Торт у нас прекрасно стабилизировался. Снимаем пищевую пленку и будем его доставать из формы. Раскрываю форму, снимаю кольцо. И очень удобно, что у нас есть ацетатная пленка. Просто ее убираю и готово. Давайте теперь отрежем кусочек, он просто мягчайший. Немножко с краю придерживаю. Нож я протерла, чтобы был более аккуратный срез. И еще один кусочек. Посмотрите на эту роскошь. Какая красота! Вау! Просто красивейший и такой простой в приготовлении. Посмотрите. Красавчик. И здесь посмотрите, какой красивезный просто торт. И кусочек обязательно пробуем. Нежность просто. Ну что ж, пробуем. Очень вкусный торт получается, нежнейший этот сметанный крем, просто бесподобный. Обязательно попробуйте, он идеально сочетается с шоколадной крошкой. Особенно если у вас хорошее вкусное печенье, то торт выходит просто на ура. Пробуйте, наслаждайтесь. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.